сожалению, самые худшие сценарии подтверждаются. Сегодня Лукашенко заявил о принятом совместно с Путиным решении о развертывании совместной группировки вооруженных сил Беларуси и России на территории нашей страны. В ближайшее время в Беларусь будут прибывать тысячи военнослужащих Российской Федерации. Что необходимо было сделать Западу и что еще возможно сделать сегодня? Выдвинуть жесткий ультиматум Лукашенко о всех персональных политических последствиях для него в случае продолжения поддержки войны России против Украины. Он должен понимать, что его ждет Международный уголовный трибунал за преступления против человечности, за военные преступления, которые он совершает сегодня. Что могут сделать военные, белорусские военные? Конечно же, право принимать решения за ними. Они могут повернуть оружие против войск оккупантов, потому что иначе мы их и не можем рассматривать, войска Российской Федерации, которые будут прибывать в Беларусь. Они могут повернуть оружие против диктатора, чего не сделали ранее, но такой шанс, такая возможность у них есть. Они, конечно, могут удариться в бега или погибнуть, или стать калеками в случае, если им будет отдан приказ вступить в войну против Украины. Но они должны понимать, что все эти приказы, которые будет отдавать Лукашенко, они преступные, они нарушают Конституцию Беларуси, военную доктрину, все международные обязательства нашей страны, и они не подлежат исполнению. Что надо понимать белорусам? Прибытие вооруженных сил Российской Федерации на территорию Беларуси будет сопровождаться пьянством, алкоголизмом, насилием, преступлениями, которые будет скрывать режим так, как он скрывал, начиная с февраля, когда россияне уже были на территории Беларуси. Что нужно понимать белорусам? Сегодня вновь Лукашенко рассказывает байки и сказки о том, что на нас кто-то пытается напасть. Мы помним эти истории, он повторяет их постоянно. Это больной человек с больной психикой, который хочет втянуть нашу страну в ужасную войну. Мы должны это понимать и рассказывать всем родным, близким, знакомым. Просто проводить информационную работу с теми, кто смотрит государственную пропаганду. Все должны понимать, что вся ответственность за сегодняшнюю ситуацию лежит на Лукашенко и его приспешников, которые сфальсифицировали выборы и сохранили за Лукашенко власть, который использует эту власть только в личных интересах. Сохранение своей власти и совершения, постоянного совершения очередных преступлений, как против белорусского народа, так и против украинского народа. И главное, мы должны знать, что справедливость и правда восторжествует. Украина победит. И все, кто совершает сегодня преступления, будут привлечены к ответственности.